Всем привет! Вы на канале Лясик. Сегодня мы с вами продолжим записывать вторую часть тир-листа персонажей класса DPS в игре Overwatch. В прошлый раз мы с вами остановились на Генджи, обсудили его механики, слабости и сильности. Теперь обсудим его брата, Ханза. Достаточно раздражающий персонаж, у него есть ваншот, причем его убирали ему, когда делали повышение общей хп и хитбокса снарядов. Но персонаж тогда стал полным калом, вообще не игрался, потому что без ваншота он больше ничего предложить не может. Что, хотя ему улучшали какие-то способности, он все равно ничего не мог предложить. Ему нужно было возвращать ваншот. Ему вернули ваншот. Теперь он просто такая же ваншотищая мразь, как и раньше. У него есть неплохой рывок, ему делали в первом Overwatch, когда реворк, ему добавили рывок. Раньше у него была кластерка, которая ваншотала почти всех. Сейчас у него есть шквал, тоже хорошая способность, которая может вблизи очень засейвить от всяких фланкеров, танков, которые нападают. Неплохой дэмэдж нанести, более чем достаточно, чтобы убить кого-то. Неплохая ульта, хотя я давно не видел хорошей реализации ульты, потому что Зарю не так часто берут, а в основном вся его ульта комбинировалась именно с Зарей, то есть, сложно. Сейчас в соло выдать такую ульту, чтобы кого-то сильно убить. Также стоит заметить его слабости. Он силен на дальних расстояниях и средних. На ближних же, в него вылетает, допустим, Генджи. Если он шквалом его не убил, все, почти всегда гарантом смерть. Можно, конечно, чудом фликануть и выдать в голову стрелу, но давайте откровенно, как часто вы такое видели. Поэтому в целом персонаж достаточно хороший, но есть у него определенные слабости. Потому что он не может делать все, что могут делать, допустим, персонажи из первой части Атира. То есть он не настолько универсален, он не настолько дамажит, он не настолько импактит. Он может делать импакт, но ограниченный. Поэтому, простите меня, Ханза Мейнеры, горите вы в аду, но он пойдет в Б-тир у нас с вами. Потому что мне так кажется более разумным. Поэтому, вот такое у него будет сегодня у нас с вами место. Далее у нас с вами идет персонаж Джанкрат, или же Красавчик. Короче, персонаж раздражающий, такой же как Ханза, вот они два брата уёбка. Раздражает просто невероятно. Ничего на нем не нужно делать, просто стреляешь в сторону врага, что-то полетит и нанесется огромный дэмэдж. Он реально наносит невероятный дэмэдж. Просто в тело там 120-130 дэмэджа. У него огромный хитбокс у этих гранаток. У него есть хороший капкан, который просто иногда аннулирует ульты и жизни персонажей, потому что просто его не видно в пылу битвы, и ты наступаешь в него, и он тебя забирает, или кто-то из его союзников. Это просто мобилка самая мерзотная, наверное, в игре. Потом есть у него минки, которые он тоже может кидать и добивать, и тем самым тех, кто он бомбочки, кого он надамажил, он может добить минкой на шифте. Сам подлетать на шифте может. Ульта, которая ваншотает некоторых даже танков, там, Квину или Зарю. Гига сильный персонаж, но, опять же, на высоком уровне рейтинга, игры и так далее, он просто бесполезная хрень. Потому что берется какой-нибудь вот МР, Макри, Эш, и он все, ничего не может им сделать. Они просто, он до них не достреляет, они его убьют раньше. Поэтому в бейт Ханза иди и сиди там. Любители Джанкрата, я говорю. Персонаж в целом сильный, он для новичков и для лоу или мид рейтинга вполне подойдет. Но все, что выше, он не потянет. Он просто проигрывает по каким-то моментам, буквально, которые прописаны в его способностях. Он ничего не сможет сделать. Поэтому, вот такое у него место. Не скажу, что низкое, не ситир, поэтому нормально. Фара. Еще один бесячий персонаж. У нас с вами во второй части все бесячие персонажи соберутся, видимо. Потому что летающая гнида во втором Overwatch ее понерфили хотя бы. В первом Overwatch она летала вообще бесконечно с Мерсей. Это было невероятно. Каждая соревновательная игра это просто фара Мерся. И делайте вы с ней что хотите. Нет хороших хитсканов, вы проиграли. Потому что убить ее было невозможно по-другому. Сейчас она не может так сильно безнаказанно летать, потому что у нее ограничили сильно топливо. У нее ограничили немножко shift. Ей хоть и добавили рывок вперед небольшой на ПКМ, но, как вы понимаете, это не так много. Есть Ешка, которая может ее саму засейвить, от кого-то отпрыгнуть или же скинуть. Тоже вполне используется часто так способность. У нее много дэмэджа с ЛКМ, то есть она наносит дэмэдж сравнимый с Ханза и с Джанкратом. Достаточно неплохо. У нее есть неплохая ульта, которая может комбиться с Зарей там, или с Арисой.
Тоже там очень много дэмэджа. Но ее можно убить в этой ульте, это из минусов. Но знаете, что я вам скажу? Я ее стал видеть достаточно редко. Ее почти нет. То есть я вот играю, что в Квике, там в Сареву могу иногда сходить. Хотя я не люблю Сареву, потому что рейтинг в этой игре крайне сомнительный. Но я ее почти не вижу ни там, ни там. То есть люди, видимо, перестали на ней играть. Чем когда вот релиз был второго Overwatch или весь первый Overwatch. Поэтому, наверное, тоже Б-тир она пойдет. Не вижу смысла ставить ее выше. Ее любой хитскан сейчас легко снимет и без каких-либо проблем похоронит. Поэтому не вижу смысла ставить выше. Далее пойдет мой, наверное, главный мейн. Простой гениальный Рипер. Или же Жнец. Которого недавно немножко реворкнули. Ему добавили способность. Сейчас расскажу какую. Ему бафнули еще его переход на Ешку. На Ешку он просто телепортируется. Ему сделали это все, чтобы он делал быстрее. При этом у него есть талант, который хоть и сокращает расстояние перемещения, он ускоряет его, почти моментально переносится. Там даже задержки реально почти нет, никакой анимации. Есть shift для сейва и ускорения. То есть ты можешь в шифте влететь и ультануть вполне легко, никто тебе не помешает это сделать. Есть дополнительная вот способность, которую ему добавили на ПКМ. Это ты с 2 дробовиков тратишь 2 патрона, сразу 2 выстрела, но ты можешь кого-то на средней дистанции ваншотнуть, или же там, ну, даже на дальней можно кого-то попробовать так задеть. Вполне себе рабочая схема, я пробовал, работает. Единственное, что недавно ему снесли 50 хп, не знаю зачем. Мне кажется, это решение максимально тупое, персонаж и так не очень играется. У него есть хоть и самохил, но выживаемость у него, ну, средненькая такая, ну, не знаю, не очень. То есть он может выживать, но крайне ситуативно, если там нет какого-то нормального танка. Поэтому в основном Рипер берется как раз в противовес каким-то танкам, допустим, Арисе, Мауге, Диве, всем крупным танкам. Он их сносит очень хорошо. Или крупным целям, допустим, Бастион, Торбьорн, круглый маленький, тоже по нему можно легко стрелять, очень хорошо сносит его. То есть вот такие обстоятельства используются, ну, при применении Жнеца. А тут не знаю. Но персонаж все равно сильный. Я его часто достаточно вижу и в Саревах, и в Квиках. Он хорошо используется. Его можно хорошо реализовать. У него есть дэмэдж. У него есть самохил. У него есть перемещение. Сейф есть. Ульта, конечно, понерфлена. Дэмэдж, ну, такое. Ульта у него средняя. Но все еще более чем играбельная. Можно ей хорошо залететь и убить всю команду. Поэтому я его ставлю в заслуженный второй тир. Тот же А-тир. Сион. Новый персонаж. Я про него, кстати, выложил видео. Можете пойти посмотреть. Там подробный обзор способностей и несколько, так сказать, типовых игр на ней. Сильный персонаж. Изначально я подумал, что дэмэджа на ней нет, потому что у нее стычки всего лишь 30 дэмэджа. Поэтому я подумал, что она вообще ничего не сносит. Что как будто я стреляю горохом. Но потом, приноровившись на ней играть, она, во-первых, стреляет очень быстро. У нее достаточно неплохой боезапас для такого темпа стрельбы. И плюс у нее дэмэдж в голову все-таки проходит хорошо. Поэтому дэмэджа просто с ЛКМ у нее все-таки достаточно. Плюс у нее есть ПКМ для добивочки, плюс есть талант для ПКМа, который наносит на 20% больше дэмэджа, если у соперника меньше 50% здоровья. Танков сбривает просто в путь. Замечательно. Интересная и самая лучшая механика с байком. Это и передвижение, и хороший дэмэдж. Причем с АОЕ дэмэдж, там взрыв, то есть там нескольких ты можешь задеть. И хорошая механика для применения ульты. Ты можешь ехать и применить ульту в процессе, и полететь, ну, без мотоцикла уже, разумеется, но влететь в толпу так ты тоже можешь. Ульта у нее изначально показалась слабой, потом сильной. Это как Рипер, только она может, помимо того, что на месте покрутиться 3 раза и нанести 180 дэмэджа, она может и совершать рывки и как бы вот так вот врываться, как в аниме. Это очень сильно. Поэтому еще плюс у нее есть талант, есть для хила на байке, есть для того, чтобы получить все оставшиеся пассивные умения других классов дипсов. Я беру обычно вот как раз классы дипсов, чтобы быстрее копить скритов, мотоцикл и шифтик ее. Шифтик просто он тэпаешься, не тэпаешься, а делаешь рывочек, восстанавливаешь немножко доп хп. Но все равно такое. Пусть будет. Плюс там ульта и так далее. Все это лучше делать с этой пассивкой. Поэтому лучше брать, мне кажется, как раз талант на другие пассивки дипсов.
а не на хил с мотоцикла. Ну, вы, конечно, делаете, как думаете. Поэтому я смело ставлю ее в А-тир. Вполне себе имбулечка такая маленькая, но не S-тир точно. На S-тир она не пойдет. Сьерра. Предыдущий персонаж, которая, по сути, поставила вопрос, зачем вообще нужен солдат 76. Я искренне не понимаю, зачем он вот, ну, реально нужен, этот солдат 76, после добавления Сьерры. Потому что ульта солдат 76 это ты наводишься автоматически на все цели по очереди, которые ты видишь перед собой. И стреляешь своим ботом, по сути. У нее есть ПКМ, где ты просто попадаешь по цели, и также все твои пули летят в него. При этом у нее больше дэмэджа. У нее есть офигенная вертикальная дефис горизонтальная мобильность, где еще дрон может тебя подхиливать, если взять талант. Ты можешь кидать гранатки, которые сносят очень много дэмэджа, если кинуть прям вот, если персонаж, который против тебя играет, попал прям в середину этого разлома, который создает граната, там очень много дэмэджа. Ульта, ну, сомнительная, но очень много дэмэджа может нанести, если правильно кинуть дрон в правильное место, если в замкнутом пространстве там похороны. То есть персонаж реально сильный. И я, как уже сказал, он ставит под вопрос вообще смысл выбора солдата 76 вместо нее. Она сильнее, у нее больше дэмэдж, у нее лучше мобильность. Она еще и двухуровневая, там можно что горизонтально дрон опустить, что чисто вертикально подлететь и нажать ПКМчик и снести кому-то хлебальничек. У нее есть гранатки, которые носят больше дэмэджа, чем и его флекс. Плюс у нее есть ульта, которая может наносить, оказывается, дэмэдж. Поэтому я говорю, я искренне не понимаю, зачем брать солдата. Это бессмысленная совершенно вещь. Берите лучше Сьерру. Ну а имбой я ее назвать не могу. Потому что все-таки вот этот размер снаряда, который Сион и Жнецу в А-тир. Очень достойный персонаж. С интересной механикой. И так далее. Очень неплохо играется. Поэтому мне он зашел. Реально зашел. Поэтому рекомендую, попробуйте на ней поиграть. Далее у нас с вами пойдет Соджорн. Персонаж, который пытаются сделать главным маскотом Overwatch 2. Ну, сейчас уже просто Overwatch. Она была на всех рекламных баннерах. Она гига-имба была и на выходе, и сейчас она все 4 года Overwatch после перезапуска. Она гига-имба. Она всегда была гига-имбой. У нее есть мобильность на shift, она скользит вперед и может в конце подпрыгнуть или в процессе пораньше. У нее есть ешка, которая раньше еще и замедляла врагов. Она наносит много дэмэджа. У нее есть ЛКМ, который хорошо наносит там проджи такие мощные. И гига-имбовый ПКМ, который заряжается от этих проджей с ЛКМа и накапливает заряд и выплескивает его. Там дэмэджа, как у рукава вдовы. При этом Близзарды еще идиоты зачем-то добавили ей ульту, которая просто заряжает ей эту винтовку на ПКМ, и там она несколько выстрелов может сделать просто за несколько секунд. И еще при этом добавить ей высший талант, если он высший, может быть он даже ниже, не помню точно, что у нее в ульте заряд не 120 максимум, а 150, то есть там почти всегда в голову, особенно если есть какая-нибудь мерся, это ваншот. Я не понимаю, почему Blizzard это продолжают, ну, потворствовать этому. Я понимаю, что они очень не хотят потерять любителей, ну, отчимов своих, которые играют на этом. Но вот почему-то они вот не нерфят это. Это давно пора убрать это, ну, клоунство просто всемирного масштаба. Поэтому Саджа сильный крайний персонаж, очень сильный. Я говорю, ее бы понерфить. Поэтому я ее спокойно ставлю в S-тир, она имба. Нерфите ее быстрее, пожалуйста, и до свидания на этом. Далее. Сомбра. Персонаж, который никак не даст покоя разработчикам в Blizzard. Сколько ее реворкали, это вообще невероятно. Ее только во втором Overwatch несколько раз реворкнули, и при переносе во второй Overwatch ее реворкнули, и в самом Overwatch один ее реворкали. Как только можно ее реворкали. Сейчас ее тоже собираются реворкать, поэтому данное место ее в тир-листе, скажем так, непостоянное. Сам персонаж по себе сильный, нормальный, такой средненький. Может фланчить, может наносить дэмэдж, вырезать саппортов, обрывать ульты взломом просто. И плюс еще своим импульсом она может очень хорошо помогать, допустим, Раматре влетать или каким-то другим пушащим ультам. Вполне себе она может это сделать, помочь, подсейвить, взломать аптечки, чтобы их вражеские танки не могли брать и тем самым сейвиться. Фланкеры тоже не могли им пользоваться. Нормальный персонаж. Но не сильнее вот этих троих. И не сильнее, тем более, Соджорн.
но и не слабее вот их. Поэтому я поставлю ее в Б-тир. Крепкий, хороший персонаж. Я говорю, я не могу сказать, что она сильная, слабая. Я ее достаточно часто вижу в играх, но не так часто, чтобы сказать, что прям пикрейт у нее огромный. Она обладает хорошими способностями. Она может давать импакт, если кто-то с прямыми руками, опять же, не играет. Ее очень любит наш отечественный с вами стример Анок. Прям обожает ее, это его любимый мейн. Я в целом могу понять, почему. Потому что может вполне быть играбельный. Ульта сильная. Самая ее главная способность — это то, что она может врываться в саппортов и плюс сносить ульты. Сносить ульты — это ее лучшая способность. Ничего лучше пока что не придумали для срыва ультов. Она просто еще в невидимости может подкрасться и сломать ульту. Очень легко и просто. Такие ульты, как, допустим, басы Люсио и ульта Домины Паноптикум, она вообще аннулирует, по сути. Все, их нет. И клетку Мауги она тоже аннулирует, если она импульс активирует. Очень многие способности она деактивирует. Просто ничего невозможно сделать. Поэтому она не слабая, но все-таки утилити ее такое под вопросом, скажем так. Далее у нас идет Симметра. Подруга ткача жизни. У нее было несколько тоже реворков. Изначально она вообще была саппортом, который был единственным саппортом, который не исцелял. В целом, сильный персонаж. Она хороша в обороне. В атаке чуть хуже, потому что турели сложнее расставлять. Но она может придумывать всякие стратегии. С ней можно коопить какие-то ульты, например, Арису. Частая схема. Я думаю, вы видели это в ТикТоке, в шортсах, в рилсах, где только можно. При этом у нее есть телепорт, с которым, я думаю, вы много видели нарезок в ТикТоке, в YouTube шортсах, еще где-либо. Как просто там Ариса ультует, допустим, Симметр ставит свой телепорт, Ариса влетает в этот, за счет телепорта во врагов и убивает всю команду. Таких можно придумать много с ней комбинаций. Она может заставлять врагов менять позиции. С ней почти невозможно как-то справиться, если не коопиться с союзниками. То есть очень сильно. Но у нее есть еще талант, который позволяет ей добавить вариативность использования телепорта. Это если ты хочешь, допустим, телепорт тебе не нужен на данный момент, ты можешь нажать кнопочку, и у тебя полетит щит вперед. То есть вместо этого ты можешь использовать щиточек и там законтрить, допустим, ульты. Спастись немножко от там турбосвина, еще каких-то ультов вполне можно. Турельки сильные, но можно взять талант на 4-ю турельку и будет еще лучше. Щит сильный, можно законтрить некоторые ульты очень даже просто. Такие же ульты, которые можно законтрить обычными щитами. Ее щит во всю карту, можно за ним спрятаться, он прочный и так далее. То есть вполне себе играбельный персонаж тир. Она может дать много импакта, очень много импакта. Далее перейдем к любимому всеми гному, Тарбьорну, шведу нашему, икейшному. Он прикольный персонаж, но я его вижу достаточно сейчас редко. Как-то на нем перестали сильно играть. Я вижу в основном, что его берут по фану, повеселиться. Стримеры его любят брать по фану, потому что типа дед гном смешно там и так далее. И в целом я с этим согласен. Персонаж сам по себе может дать утилити. У него есть хороший дэмэдж с ЛКМ. У него есть некий дробаш с ПКМ. У него есть турелька, которая много сносит. У него есть талант, который может за счет турельки делать много дэмэджа, потому что там ты, когда нажимаешь перегрузку, вот эту свою способность, которая раньше была ультой, ты делаешь турель 3-го уровня временно, и она наносит много дэмэджа. Ты можешь ультой закрыть какие-то ульты, которые, скажем так, наземные и стоят на месте. Например, ульту Кирика или Батиста ты можешь просто залить это лавой, и все, их ульты просрутся. Потому что на них находиться будет невозможно. Он, опять же, так же, как и Симметра, в атаке ощущается хуже, чем в обороне. Потому что, в обороне кидать турель значительно проще и находить для нее какие-то интересные углы и позиции, чтобы закрывать там фланкерство трейстер или какого-то другого фланкера. То есть ты просто ставишь ее за собой, и турелька кого-то иногда напрягает. То есть не дает нормально фланчить, там как-то атаковать и так далее. У него все инструменты имеются, но я, опять же, перестал часто сильно его видеть. Поэтому, наверное, все-таки я своего любимого дедулечку поставлю в Б-тир. Несмотря на все минусы, он имеет хорошие способности, хороший дэмэдж, но популярность его оставляет желать лучшего на данный момент.
Достаточно редко его вижу. Может быть, в каких-нибудь лоу-рангах его все еще пикают, но на хай и мид-рангах я его почти не вижу. Не знаю, не хотят люди брать деда почему-то. Далее идет у нас Вендетта. Персонаж для говноедов. Все, кто в нем играют, горите в аду, потому что персонажа изначально добавили, он был гигасильным, его нерфили, он был гигасильным, и сейчас он тоже гигасильный. Просто зажимаешь ЛКМщик и смотришь. Можешь прыгать, свистеть, пердеть, у нее есть блок, у нее есть дальняя атака, у нее есть сильный ближний бой, а у нее много хп, у нее есть броня. Ей нормально, то есть ты берешь просто к ней, допустим, в кооп Мерсю, Ткача, и просто сейвишь ее, когда надо. Кирика можно взять, чтобы подсейвить. Батист тоже, но Батист более такой, как бы ей не подходящий. Вот Ткач или Кирика ей прям прекрасно подойдут. Ульта достаточно сильная, пробивает, по сути, почти все. Там мало, невозможно от нее скрыться, только если за текстурами непосредственно зданий, там строений и так далее, вся вот эта вот история. Персонаж сильный, и сюжетно он нам прям хорошо прописан, и внешка приятная и так далее. Но персонажа реально надо прям занерфить в говно. Он надоел, я ее вижу постоянно. Не было ни матча, чтобы не было взято этого говна. Ну ладно, матчи некоторые были, но их мало. В основном берут это говно, и ты просто на саппортах с этого говна отлетаешь в ноль. Как бы ты не был хорош, типа, ну, у нее много инструментов для того, чтобы как пролететь, так и улететь и выжить. То есть ты можешь просто зажать ешку, полететь потом через шифтик, долететь, убить саппорта и потом снова вылететь. То есть, ну, это, конечно, такое более абстрактное и примерное применение ее способности, но вы поняли. То есть я бы все-таки понерфил бы этого персонажа, потому что он очень раздражает. Никто не любит этого персонажа. Все его ненавидят всей душой. Мейнеров этого персонажа, ну, как только не оскорбляют. Поэтому я ее поставлю в S-тир. Хоть она и послабела, но она все еще гигасильная, как по мне. Вот не знаю, против нее играть очень неприятно. А это многое говорит о персонаже. Осталось у нас с вами два персонажа. И пусть у нас первым из них будет Кротовуха, или же Venture. Ее добавили, было много споров там, что-то там насчет ее ориентации, там гендера, вот это вот все, помните, там был такой движ. Но в итоге все-таки в комьюнити она как-то очень хорошо прижилась. Она нашла отклик в сердечках людей. Все ее начали любить, все стали хотеть на нее крутые легендарные скины. Там был главный мем, то что на нее до сих пор не добавили скин. Полгода, кажется, на нее не добавляли. У нее интересная механика, она передвигается под землей с помощью шифта. Поэтому... Или ешки, не помню точно, напишите в комментариях, я не помню. Потому что я на ней не так часто играю, все-таки это не мой немножко геймплей. Но я ее достаточно часто вижу, средненько вижу. Раньше было почаще. Ну, мета, как известно, меняется, так или иначе, все равно берутся другие персонажи время от времени. У нее есть хороший дэмэдж с ЛКМ. У нее есть хороший рывок с ПКМ. У нее есть хорошее зарывание с шифта. Плюс все ее способности, когда она их применяет, дают ей небольшое количество щитов. То есть у нее есть выживаемость. В целом она может очень легко врываться в каких-нибудь снайперов, фланкеров. Она может очень хорошо врываться в саппортов вражеских, прям сносить их в легкую. Ульта у нее наносит большой дэмэдж, но я редко видел хорошее применение этой ульты. Скажу правда, реализовать ее достаточно сложно. Ну вот, что-то на средних рейтингах ее никто не реализует хорошо, на низких тем более. На высоких хорошо ее можно реализовать, но тоже с вопросами. У нее реально хорошая, как, так сказать, нижняя мобильность за счет того, что она прячется под землей. У нее есть хорошая горизонтальная мобильность, потому что она ускоряется постоянно. И плюс у нее есть вертикальная мобильность, потому что ты, когда вылезаешь из-под земли, ты можешь зажать ЛКМ, и ты взлетишь. И еще можешь ПКМ вверх себя еще выше поднять. То есть, ну... Там такие комбы можно придумывать. Я видел на ютубе много роликов, там рассказывают, там вообще сказка. Просто паркурмен чисто. Поэтому персонаж сильный, но мне кажется, она все-таки слабее А-тира, поэтому я ее поставлю в Б-тир. Но она хороший персонаж. Я советую вам ее попробовать. Необычный геймплей. Достаточно прикольно. И последний персонаж класса DPS, который у нас остался на разбор, это Роковая Вдова. Сомнительная. Я вот, если честно, даже не знаю, что про нее сказать. Все зависит от рук, кто на ней играет. Потому что иногда это бывает мазащая хрень, которая, ну, ты просто ее уничтожишь за секунду, там на Кирика просто можешь с ней пикаться в легкую. Бывает гнида, которая из любого угла по тебе стрельнет.
На ней еще самое, наверное, большое количество читеров играет с аимботами, потому что иногда там очень клеится прицел интересно, прям замечательно в кавычках. У нее есть мобильность какая-то, у нее есть какая-то микрооборонка в виде минки, у нее есть ульта с просветом. То есть это все сделано, чтобы она могла спокойно заниматься своими снайперскими делами, но я не могу сказать, сильный это или слабый персонаж, если честно, потому что все зависит, как я уже говорил выше, от мастерства. То есть я видел самых разных ходов и в своей команде, и во вражеской, и всегда это по-разному ощущается. Она обладает ваншотом, но этот ваншот сделать достаточно сложно, потому что когда увеличивали всем хитбоксы, ей потом по итогу его порезали, потому что стало слишком много хедшотов от нее. И по сути, она не обладает преимуществом, которым обладают другие персонажи, которых увеличивали хитбоксы снарядов. Поэтому я не могу сказать однозначно, сильный это персонаж или слабый. Я опять же, как всегда, посоветую попробовать персонажа. А там думайте, если вы умеете стрелять, это вам понравится. Она прям, ну, дэмэджа много дает попаданий и киллов, особенно соло. Но если вы не попадаете, вам на этом персонаже искренне ничего делать. То есть там у нее вся механика в том, что она просто берет и стреляет. Она больше ничего не делает. Поэтому попробуйте. Но я ее поставлю, наверное, в А-тир, потому что есть пряморукие имбушнички, которые на ней очень хорошо играют, и поэтому, ну, сносят прям, так сказать, белый свет как копеечку сносят. Очень сильно. Так что вот такой у нас получился тир-лист дипсов. Пишите свои мнения, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до следующего видоса по Overwatch. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.